в качестве даже не дижестива, в качестве десерта. Вот не дижестив после десерта, а вот вместо десерта. Вітаю, дороженькі, с вами Ян Калка, и у нас на обзоре Divin Nistro XO. Сразу небольшая предыстория. Этот коньяк я уже открыл, он находится в вот такой упаковочке, довольно приятный, желто-золотой черный цвет. Открыл я его неделю назад. И был им просто восхищен, особенно за те деньги, которые я за него заплатил. А заплатил я за него 36 рублей, это 11 долларов. К составу. Queen Nistrum, Divin Brandy DVS. Возраст выдержанных дистиллятов не менее 8 лет. Приготовлен по классической технологии в результате купажирования собственных винных дистиллятов, полученных из отборного винограда, как классических европейских, так и сортов местной селекции, выращенного на плантациях завода. В состав выдержанные винные дистилляты возраста не менее 8 лет, вода, сахар, пищевая добавка, краситель, натуральный сахарный колер Е150А. Разлит в далеком 2020, 23, 11, 2020, то есть 3 года назад практически он разлит. Итак, давайте пока нальем, он пускай дышит. Итак, возвращаясь в прошлую пятницу. Сегодня тоже, кстати, пятница, только сегодня утром. Я его открыл, налил, он как раздышался, я офигел, я даже на форуме написал, что он стоит каждого своего рубля. И сегодня, в пятницу, спустя неделю, видно, что отпил совсем чуть-чуть, я его открыл, думал, чтобы немножко записать свои мысли. Потому что, когда просто в текстовом виде ты пишешь, что ты спокойно дегустируешь, что-то улавливаешь, записываешь. Когда ты записываешь обзоры в видеоформате, то, к сожалению, не все всегда успеваешь сказать, запоминаешь, что-то забываешь сказать и так далее. Поэтому я специально в 8 утра сегодня проснулся, налил, чтобы что-то описать, немножко себе подсказки сделать, и офигел. Офигел я от того, как за неделю коньяк деградировал. Сейчас прошло уже 2 часа, сейчас 10 утра, и продегустируем 3-й раз его. Цвет, я думаю, вам виден. Сейчас ближе поднесу. Ножки откровенно слабенькие. А откровенно слабенькие ножки прерывистые стали уже. Сейчас пойдет, не пойдут они. Мелкие, узенькие. Цвет, понятно, крашеный цвет коньяка. Но ножки здесь и корона такая себе. Для 8-летки, для XO, я бы сказал, тонкие ножки и никакие. Обратно же, в пятницу, когда я открыл, я не понимаю, что там было. Был очень хороший, толстые ножки. Как они выветрились, я не знаю. Пробка вроде нормально закрывается. Кстати, пробка такая, самая бюджетная, пластик плюс крошка. Самая бюджетная с логотипом Queen. Нос, отсюда начнем. Нос довольно спиртуозный. Спиртуозность была и в самом начале открытия, но небольшая. Я просто улавливаю очень сильно хорошо спирт. Здесь было куча цветов, луговых цветов. Я не знаю, куда они ушли. Вот есть какие-то ножки, если вы увидите, но они совсем узенькие, тоненькие. Не такой он маслянистый, как казалось в самом начале. Ну, такое. Сладость карамели, чуть ванильки, сладость карамели осталась такой жонки, а-ля пивной. И чуть-чуть что-то от вина, от винограда. Причем винограда такого не определенного сорта, а вот из тетрапаков, из пакетов вино, которое там из 40 сортов винограда условно делается. Вот здесь вообще одна винность, чуть сладости. Вот это вот вино из пакета и
чуть сладости, больше здесь ничего нету. Было чуть шоколадки в пятницу прошлую, я не знаю, куда это все делось. Давайте еще пусть подышит. Но я сегодня его пытался раздышаться, потому что в пятницу прошлую он раздышался. 10-15 минут постоял, я с ним поиграл, и он раздышался. Сегодня я его крутил, вертел час. Он не раздышался. Наоборот, у него все ушло. Сейчас еще что-то есть, он сейчас постоит, вообще деградирует очень сильно. Пускай еще дышит. По истории. С 1959 года его изготавливают на заводе Приднестровье. Говорят, что женщины сделали, вроде как я нашел исторические справки, да. При участии 2 дегустаторов женщин он сделан. Не хотели его выпускать, но потом все-таки выпустили. Сказки про дочь Брежневой, которая любила этот коньяк, мне кажется, что сильно дивин, сильно преувеличенный. Цвет чистый, блестит хорошо, все нормально, но вот по ножкам я бы сказал, что проблемы есть. Вкус. Вкус довольно спиртуозный остался, но если это в первый день открытия считал я как бы плюс-минус нормальным, он продышится, нет. Здесь спиртуозность осталась, ушли цветы, осталось чуть ванили, чуть-чуть бочки, капельку где-то. Послевкусие было долгим, продолжительным, такой с деревяшкой неплохой. Сейчас это сладость, сладость и сладость. Это просто... Коньяк стал просто для сладкоежек. Если я хотел его порекомендовать и мог его порекомендовать в прошлую пятницу как дивин, который можно покупать женщинам, любителям сладкого, обратно же ни тогда, ни сейчас его не назовешь питким. Его не выпьешь бутылку с другом. Это если на компанию девушек брать, женщин каких-то там, я не знаю, какой-то корпоратив женский, и там по грамм 50, если каждая, их там будет 10 штук, каждая выпьет в качестве даже не дижестива, в качестве десерта. Вот не дижестив после десерта, а вот вместо десерта. Блин, я так разочарован не был уже очень давно. Я не помню, чтобы так деградировал сильно коньяк. Не помню просто, хоть убейте. Отсюда. Но он не жжет. Он не жжет, но спиртуозная сладость, у спирта есть сладость своя, накладывается на вот эту вот сладость, и это настолько приторно, сладко и невкусно стало. Плюс отсюда ушла горечь довольно сильно, она сейчас есть чуть-чуть бочечки сзади. Плюс отсюда ушел шоколад, кофе. Я сегодня пытался даже запивать кофе, нормальным кофе, и это было ужасно, это превратилось в такой а-ля кофе 3 в одном, амаретто, то ли полушоколадное, ну вот такая дешевая фигня, то есть кофе его не улучшило, сигарета его тоже не улучшила, к сожалению, снова закурил. Давайте подытожим. Это сладко. Это хорошо ароматит в первый день открытия. Это неплохо на вкус в первый день открытия. Коньяк очень жестко деградирует. В течение небольшого количества времени, неделя это мало. Это очень сладко. В носу это спиртуозненько. Причем вот именно сладость спирта неприятная. Послевкусие также. Первый день она хорошая, неплохое. Но постояв неделю, вы ничего хорошего здесь, кроме сладости и сладости спиртуозности, не найдете. Капельку ванильки, какая-то винность не самая крутая. Причем, повторюсь, вина какого-то из сотни виноградов. Я, кстати, почитал, здесь виноградов штук, наверное, сортов винограда штук 10. Да, даже есть униблан и так далее. То есть хорошие французские, правда, в конце. Можно ли это купить? Можно на пробу, потому что это недорого. Стоит ли это покупать? Я не скажу. По моим баллам это балла 3. Единственное, кому я могу порекомендовать это купить, это какой-то корпоратив, это какой-то слет сладкоежек.
когда вы в первый же день выпьете всю бутылку. То есть должно быть минимум 3, 4, 5, 6 человек, которые будут пить эту бутылку. Потому что даже в первый день он не был питким. То есть он довольно... У него аромат был такой крутой. Я 30 минут его только нюхал. Сейчас от этого аромата не осталось и следа. Но за счет своего сильного аромата, сильного вкуса, цветочности, его не выпьешь много. Еще и сладость там была. Поэтому это вот корпоратив, слет сладкоежек. И желательно это поглотить в первый день. Я разочарован, сильно разочарован, вам не передать. Я не помню, чтобы так коньяк еще раз деградировал. Ужас. Не знаю, куда теперь вот это вот девать, куда-то оно уйдет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был честный, как всегда, Янка Алка. До новых обзоров, они выйдут очень скоро. Всем пока!